Всем привет! Мы продолжаем проходить Gears of War вторую часть. Глава 3. Тучи сгущаются. Поехали. Надеюсь, никто не верит в призраков. Пол, Берт, оставайтесь здесь и охраняйте Центавра. Дом идешь со мной. Зачем? Думаешь напасть на город призраков? В наше время, Берт, следует ожидать чего угодно. Будем держать в курсе. Обыщите заброшенный завод. Это вот он, да, я так понимаю? На психушку больше похож. Нет, не сюда. Чего ради они построили тут базу? И чего мы ищем, в конце концов? Не уверен, хотя нутром чую, что мы узнаем, когда увидим базу. Но именно здесь ответ, с какой стати им туда заглядывать сейчас, бессмыслица. Да, правительство... Для правительства это нормально. Там что-то есть. Что это было? Может, твари? Хрен его знает. Тут до черта открытого пространства и крыш. Поберегитесь снайперов. Это место не выглядит как застава. Больше похоже на... Это там. Скорее всего, просто фасад. Они стопудово что-то здесь спрятали. Да, вот оно что. Мы скоро выясним это. Похоже, здесь были изгнанники. Пахнет как в сортире. Здесь черт ногу сломит. Так, ну давай мы сначала обойдем. Будем искать какие-нибудь патроны. Кстати, сколько у меня их? А, нет, полный. У меня полная обойма. Ты был прав, сортир, про канализацию. Они вон отсюда, походу, лезут. Ладно, будем готовы. С нами дроид. Отлично. Центр, это Дельта. Слышишь меня? Дельта, это командование. У вас есть о чем доложить? Нет, пытаемся связаться с центром. С центром сейчас нет связи, Дельта. Докладывайте непосредственно командованию. Держите нас в курсе. Конец связи. Вас понял, конец связи. Мы в жопе. А почему в жопе-то? Просто нам командование ничего не отвечает. Рекс, что такое? Нет, это пистолеты. Не интересует. Все-таки винтовки тут получше. Добро пожаловать в исследовательский центр Джейнсона. Предъявите пропуск для входа. Не может быть. Извините, но для входа необходим пропуск. Удачи. Хорошего дня, он сказал. Джек, открой дверь по-быстрому. А Джек, как обычно, будет варить, а на нас будут нападать. Остановить, Джек, эту хрень нужно взорвать. Берт, можешь приготовить взрывчатку? Естественно, обычную или помощнее? Помощнее. Пока готовишься, мы тут разведкой займемся. Понял, шеф, конец связи. Посмотрим, есть ли тут электричество. Ну, пойдем, посмотрим. Восстановите подачу питания на склад. Хорошо. Вот за местом чувствую, пахнет сейчас. Так, бочки, да, с топливом, походу. Кто-то справа там похрюкивает. Тихо. Спокойно себя ведем. Пока пугают. Ну они сейчас ломанутся по-любому.
О, не прячется. Это за пуха такая. Огнемет. Замечательно. Думаешь, он рабочий? Никогда не знаешь, пока не проверишь. Блин, а если я не хочу проверять? Он же быстро кончится. Пошли дальше. Давай без огнемета попробуем. Давай. А ну-ка. По-моему, он не восстановил питание, а выключил наоборот его. Нет, он все-таки его включил. Да, он запустил генератор. Попробуем открыть эту дверь. Нет, это проблема не с электричеством, а с разрешением. Возвращаемся к центру. Хорошо. Надо идти туда, где мы взрывчатку включали. Подожди, а вот тут еще какая-то дверь. Она, наверное, закрыта сзади. Открываем. Может, это короткий путь? Нам, походу, наверх. Так, погоди-ка, давай мы пробежимся по низу. О, полетели. Блин, ну что ты сюда поставил? Каких-то шутов бешеных напоминает. Все, улетел. Давай еще. А ёпа, сколько у вас тут? Я в углу тут забился. Он там еще скачет. Дружище наш. Ножки-доножки. А патронов-то не дают. А может, они бесконечные? Так, окей, они кончились, но я не думаю, что мы бы лучше с огнеметом справились. Давай-ка патроны подбираем. 50 патронов всего, да вы что, прикалываетесь? Надо еще искать. Вот типа того. 200 патронов. Маркус, смотри. Подожди, вот ты не торопись. Аккуратненько себя ведем. Огнемет? Да. Давай-ка мы поднимемся наверх и там патроны посмотрим. Я думаю, они где-то есть. Ну, хоть сколько-нибудь подойти. Дробовик есть, огнемет есть, патронов нет. Ладно, хорошо. Будем отбиваться, что имеем. А что мы имеем? Да, не очень хороший пистолет и дробовик. Кстати, я не брал это оружие, я помню. Плохо то, что тут саранчи нету. Пока что. Я бы с них хотя бы патронов натягал. Ладно, поехали. Здрасте. Пацаны, заезжайте. Вон оружие. Эй, что слышно? Какая-то кодовая дверь, которую нужно обойти. Обойти? В смысле взорвать ее к чертям? Точно. Маркус, все готово. Держись подальше от зоны взрыва и ни в коем случае не роняй эту хрень.
Понял. Ну скажем, как оно там. О, мы узнаем. Или мы узнаем. Подожди. Ну тут же оружие валялось. Видимо, эту миссию надо по-любому с пистолетом в руках пройти. Слушай, если бы я знал, что взрывчатка помощнее будет... Я не успел прочитать. Джек, сделай что-нибудь. Ну чё, мы поехали. А пистолет у меня... Не знаю, сколько там патронов. Шли за... Твари! Бесконечные патроны у пистолета. Все. Разворачиваемся. Кто-то еще пляшет. Готов. Перезаряжаемся. Как он перезаряжается одной рукой? Они за спину запрыгивают постоянно. Вообще, конечно, в идеале, чтобы один отстрелился, второй перезаряжался. Все, пошли. Всегда надо держать полную обойму. Но это еще не последний. Будут еще. Так, давай, нам направо. Вон туда. Прямой. Че ты, куда идешь-то? Он застрял, что ли? Ладно, походу туда нельзя. Да, как неудобно. Идите. Что, мы не можем пронести через эту? Все нормально проходит. Да, странно. Перезарядка. Да, сдохни. Просто на скидку стреляю. Можно целиться, конечно. Но пока ты прицелишься, пока выстрелишь. Не знаю, попробуем. Быстрее идти нельзя. И снова здравствуйте. Теперь у вас есть пропуск? О да, у меня есть для тебя пропуск. Вообще как бахнуть пропуском. Бежимте, бежимте. Бом. Доступ разрешен. Спасибо. Проходите. Следует поручать это Берду. Так, меняем оружие тут же. Вот это да. Похоже, эта база была оборудована по последнему слову техники. Добро пожаловать в исследовательский центр «Новая надежда». Я Найлс. Скажите, чем я могу вам помочь? Это звукозапись? Думаю, да. Вообще-то я не звукозапись. Что? Заходите, я расскажу вам об исследовательском центре. Ну ладно. Сейчас обязательно зайдем. Не переживай. Зайдем и разнесем вам всю базу. Похоже на бараки для рабочих. Или лагерь для интернированных. Это место погано выглядит. В нашем центре обеспечиваются высочайшие стандарты, уверяю вас. Мы очень гордимся вашей работой.
Еще бы. Командование, это Дельта, слышишь меня? Вас понял, Дельта, что у вас там? Мы в исследовательском центре, но тут некоторые сюрпризы, и я не думаю, что он покинут. Дельта, он должен быть пуст. Что вы видите? Не вижу, а слышу, кто-то управляет системами безопасности. Враждебный? Занудный. Так, похоже, у вас все под контролем, Дельта. Держите нас в курсе, конец связи. Держим в курсе, конец связи. Найдите данные о крепости Саранчи. Дай-ка угадаю, в той самой комнатушке, куда я сначала заходил. Сомневаюсь, что тут что-то есть. Давай-ка сюда зайдем. Нет, смотри-ка, тут нет ничего. О, тихо. Это оно? Безофисное напоминание Нильса Сэмпсона. Кому? Всем сотрудникам от директора Сэмпсона. Как многим из вас известно, недавно у нас произошла утечка информации. Это повлекло за собой подачу запросов в Департамент здоровья средством массовой информации, такими как Страж, Хасинта и Пира Таймс. Если кто-либо из СМИ, кто не является сотрудником Новой Надежды, будет задавать вам вопросы, я надеюсь, что вы все воздержитесь от раскрытия любой информации об учреждении и его пациентах. Чем больше вы скажете, тем больше вы подвергнете риску учреждения пациентов и себя. Помните об этом, двигаясь дальше и продолжайте великое дело, над которым мы работаем. Вы делаете будущее лучше с наилучшими пожеланиями, Нильс. Хорошо? Дальше пошли. Значит, все-таки надо искать где-то тут. По мониторам пробежаться? Нет. Как-то это на архивы не очень похоже. А вот проход. А я тут бегаю. Ну ладно, хоть бумажку почитал. Тут таких немного, слава богу. Давай-ка мы поищем патроны. Дробовик. Не очень тут дробовиками пользоваться. Винтовка с бензопилой гораздо круче. Здрасте. Я тут никого пока не вижу. Как вы можете видеть, мы поддерживаем высочайшие стандарты безопасности в Новой Надежде. В конце концов, безопасности не бывает слишком много, так ведь? Этот парень рехнулся, кажется, вырубился. О май. Так, мы всех перестреляли. Мы гордимся чистотой, система безопасности отключена. Мы гордимся чистотой в вашем исследовательском центре, поддержания наших высоких стандартов. Если это то, что ты считаешь высоким, тебе надо поднять стандарты. Согласен. Их можно было бы не расстреливать и убить их самому, но так-то прикольно. Турельки всякие включаешь. Стоять. Давай-ка мы сюда сбегаем. Ну тут турель, она понятно, наверное, и на меня действует. Sweet. Система безопасности отключена. Они как будто вот где-то вообще везде, по-моему, хрипят. По мере продвижения по нашему центру, пожалуйста, сообщите, если вам встретятся любые условия, не соответствующие нашим стандартам. Цель Новой Надежды угождать. Да, это так. Я вот все патроны ищу. Без патронов тут тяжело. Памятка доктора Йен Фонтейн.
Стеф, нужно поговорить. Серьезно, я беспокоюсь о вашей безопасности. Нильс продолжает говорить, что пациенты безопасны под воздействием успокоительного, но я только что видел, как Свена избил один из мужчин. Как будто отодрал кожу, избил до крови. Это место больше не безопасно. Возможно, оно никогда таким и не было. Я уже набираю заявление на увольнение. Ты можешь присоединиться, если хочешь, Даг. Ладно, может быть, это очень важная информация. Что-то они как-то рядом тут все копошатся, но никто не нападает опять. Система безопасности включена. Так, надо от турели, по-моему, подальше отходить. Стоять. Не попал. Давай сюда. Мы пока ее отключать не будем, давай-ка осмотримся. Не, придется вырубить. Ладно. Отключена система. Будем валить всех, кто прошел мимо турели. Я ее там заметил. Бедняга дом. Досталось ему. Тихо. Не торопимся. Тише, тише, тише. В безопасности система у нас там отключается. Блин, а как? А туда никак. Ай, подохну. Давай санитара мне. Он не подойдет, да? Очень жаль. Выручай. Старина, как вообще тогда проходить сюда? Аж под столом проползти. Вдруг еще успеет спасти. Мало бы кто. Надо, я думаю... Блин, а под ними ты не проползешь. Опуха. А что если вот тут пройти где-то? Нет. Это только одно отключает, ладно. Наши вывод. Блин, нам бы, конечно, туда ко мне выбежать как-то. Еще есть. Он так его спалил просто. Слушай, а как пройти тогда? Может пострелять туда? Нет. Вот здесь можно укрыться? Так, времени у меня не очень много, ну давай попробуем. Ну, нормально. Все, шли. Старина, что ты там застрял? Стоит, смотрит на стенку. Ладно, не будем ему мешать. Он там ее гипнотизирует.
Он потом ко мне телепортируется. Безопасность, чистота, почти как набожность. Вы согласны? Такс. Давай сначала сюда. Оп. Потом. Блин, и там тоже турель стоит. Причем две. Выключатель один, да? И он, по-моему, где-то тут. Надо быстро все сделать. Оп. Успел. Балдеж. Здрасте. Патроны? Нет, не патроны. Нам куда-то сюда. Блин, а ты не хочешь прикрыть-то? Пускай тебя погрызут немного. Ладно, спрятался там. Пойдет. Так, еще одна турелька стоит. Ай! Дай, да не знаю. Долбаное укрытие, поднимай, чё. Так, нужно отдышаться. Ну, чтобы он пробежал просто туда. Все, я проскочил. Нифига не проясняется. Та-та-та-та-та. Тут как бы тоже попадается немного. Тут турели везде. А меня не пускают туда. Турель как-то не работает, что ли, у них. Ладно, горем пополам я прорвался. Отключается все это дело тут. Ладно, пробежал и ладно. Почему патронов нет? Маркус-то там? Слушай, Берт, в чем дело? Горизонт чист, но вроде погода ухудшается. Вас понял. Попробуем закончить поскорее. Туда хочу. Эй. Понятно. Блин, а может быть там где-то оружие будет? Сейчас потому что патроны кончатся у винтовки и все. У меня пистолет и дробовик, других оружий не давали. Ну, кроме огнемета, но я его не считаю за полноценную единицу пока что. Ты его высадишь просто минуты за 2 и все. Коридоры, коридоры. Вон там турель отключается. Хорошие практические научные исследования являются основой любого цивилизованного общества. Без них мы были бы дикарями, грязными дикарями. А зачем их отключать вообще? Ну, скорее всего, это так по сюжету надо, но... А если их не выключать? Медицинская запись Мелисса, возраст 15, пациентка Рут. Симптомы. Рут страдает от крайней степени опухоли суставов и часто кричит от боли по ночам. Также она ведет себя довольно изменчиво и непредсказуемо, хотя это довольно понятно, учитывая ее ситуацию и симптомы. Сейчас в ее глазах можно заметить странное обесцвечивание, а ее дыхание часто кажется затрудненным. Ее ногти растут быстрее обычного, хотя волосы, напротив, отрастают медленнее. Я стараюсь определить возможный тип лечения, чтобы облегчить ее боль, и в то же время не повлиять на чистоту результатов ее исследования. Когда она в мужика превращается просто. Кого?
На нас кто-то нападает во все. Вот поэтому я не хотел турели отключать. Почему турели их пропустили? Дома хана. Давай, 50 патронов. Хорош. Дом, я тебя спасу. Блин, 27 патронов. Плохо дело. Давай дробаш делать. Все, пойдем. Если патронов не начнут давать, мы попали. Опа. Пробежать просто, да? Эй, быстрее. Че ты-то? Краситься почему-то начал. Да, иногда он себя как-то непредсказуемо ведет. 150 патронов. Ну, лучше, чем дробовик, по-моему. Ладно, немного урона от турели не повредит. Думаешь, они держали нас? А? Времен маятниковых войн, сомневаюсь. Это место устроено, чтобы отпугивать людей. Все, закончилось дело. Ты начинаешь бежать, кто-нибудь нападает, диалог прерывается. Такое. Усики. По мере продвижения по нашему центру, пожалуйста, сообщите, если вам встретятся любые условия, не соответствующие нашим стандартам. Цель новой надежды угождать. Да, это так. Так, тихо, не бьем их. Вроде все сделают. Почти все. Ну, почти все. Главное по минимуму патронов потратить. Проскочил, хорош. Он дронул, похер. Маркус, это Берт, непогода, дерьмо. Похоже, будет град. Если он пойдет, нам придется войти внутрь. Защищаем дрона. Хорошо, прячьтесь от грозы, мы вернемся как можно скорее. Есть, конец связи. Все? Уже. Он уже готов. Так, стой. Есть еще что-нибудь тут? Очень жаль. Патронов не дают вообще. Придется нам разделиться. Один из нас должен отключить эти пушки. Ну, пойдем. Пойдем попробуем отключить эти пушки. Это мы включаем. Алиса явно не хотела, чтобы кто-то заходил сюда, помешанный на безопасности. Я уверяю вас, концепция безопасности весьма разумна. Она является по очереди, да? Я не успеваю задания делать и одновременно субтитры читать. Еще и за чуваком следить. В общем, они болтают, скорее всего, про безопасность и так далее. Прям дом чудес какой-то. Ну да. Тут двери немножко прижал. Вот черт, явно не пленные. Что это за чертовы штуки? Что-то вроде криогенных камер. Ну что у них? Это не твари. Ну как это не твари? Ты посмотри. Не думаю, что у вас есть доступ к этой части исследовательского центра. Доступ, а? Ты уверен, что опять хочешь повторить эту всю процедуру? Правильное оформление доступа должно предотвратить неожиданные и самые неприятные инциденты. В конце концов, нехорошо получится, если вы будете бегать и подключаться к разным терминалам. Командование, это Дельта. Вы это видите? Я вижу это, Феникс, но у нас нет данных ни про что из этого. Вроде как это все не существует. Нет для протокола. Вы сейчас на полностью секретной территории. Ничем не могу помочь. Вас понял, конец связи. Мы в жопе. Как обычно.
У него, по-моему, за весь уровень 3 фразы. Мы в жопе и этот, что-то еще там он там болтал. Я даже не запомнил. Зато запомнил, мы в жопе. Память удивительная штука. Джек, мы подключились и проверь все, что только сможешь. Может, на одном из терминалов имеются данные об этом месте. В какой заднице нам искать крепость Саранчи? Подожди. Должен вас предупредить, это новейшие системы безопасности, которые просто невозможно взломать. Все возможно. Не отступай, Джек, нам нужны эти данные. Сейчас мы нажмем рычаг. Я просто хотел посмотреть, что в округе вообще творится у нас. Сейчас мы всех оттуда повыпускаем. Внезапное пробуждение. Отлично, Джек. Спасение детей, вот о чем они постоянно твердят. А теперь мы и правда этим занимаемся. Или, по крайней мере, стараемся изо всех сил. А это что? Похоже на Найлза, но только не такой чокнутый. Путь до горы Кадар будет не из легких, это уж точно. Придется передвигаться ночью по снегу. Председатель Монро даже не разрешил воспользоваться транспортом для перевозки исследуемых объектов. Объектов? О ком он говорит? Без понятия. Охранять исследовательский центр будет по интеллектуальной системе безопасности. Не хотелось бы, чтобы кто-то потревожил покой самцов. Нужно оставить возможность изучать их рост потом. Как неприятно признавать. Я не успел прочитать. Джек, что произошло? Что это было? Ничего хорошего. На вашем месте я бы направился к выходу. Субтитры как-то просто молниеносно исчезли. Я пытался тебя предупредить, сдается мне, ты разбудил, что тут могут быть проблемы. Мне ачивкой закрыли все. И без диалог. Че, мы идем назад, все? А нет, дальше. Дальше идем. С правой стороны кто-то. То ли кто-то бежит, то ли кто-то стучит. Понятно. Они пытаются вылезти. Нам помочь им? Вряд ли, мы не знаем, что там внутри. Может быть, что-то зараженное или того хуже. Мы прям Resident Evil. Вот а патронов-то нам на них дадут? Что это за чертовы штуки? Конечно же, самцы. Вы разве не читали аннотацию перед прибытием? Так, самцы, а мне патроны-то даст кто-нибудь с ними драться? Давай, прыгай. Уже не стучит. А? Так, ну они хотя бы по-быстрому отъезжают. Дом их там пилить собрался. О, уже подлая. Десять патронов осталось. Ладно, давай дробаш. Бум. Бум. Разнообразие приправок к смерти. Генетический мост — наше будущее. О, наконец-то патроны. Что-то. 50. Да вы прикалываетесь. Причем только к винтовке. Самцы не должны были проснуться к этому времени. Последствия такого нарушения неизбежны. Ужасные, жуткие последствия. Так, ну давай для начала как-то патроны осматривать. С кем он там воюет? Бум, бум, бум.
Не, ну это типичный Resident Evil, я скажу. Хорошая такая отсылочка. А чё они не дохнут? Я по ним стреляю, они не умирают. Как так? И как наших бьют? Бум. Слушай, эти какие-то посерьезнее ребята прибежали. Я прям кучу патронов потратил. Мы их вдвоем лупим. Он, падла, все встает. 3 раза надо его положить, да? Да, 3. Точно 3. Но они сейчас все, наверное, повылезут. Ждем. Еще живой. Да, надо с напарником вместе. У него хоть патроны бесконечные. Последний патрон. Ну-ка, пацан, прикрой. Он там гранаты кидает уже во все. Тихо. Я не знаю, давай заводить бензопилу. Он встает, нет? Вроде нет. Плохо дело. А что делать? У меня патронов нет. Будем пилить. Он там что, застрял? Да, бензопилой куда проще, кстати. Давай, говорит, вперед. Подожди, я патроны ищу, а вдруг? Вон там кусок валяется патронов. Пожалуй, я не знаю. Давай мы выкинем дробовик. Берем эти патроны. 75. Огнемет пекла. Сконцентрированный поток пламени должен быть направлен на нашего врага. И что-то там бла-бла-бла. А мы уже пилим. Это еще не все. О, я его причем видел, абсолютно. Вау, сколько крови. Ну да, это прикольная сцена, конечно, если бы это... Надо было сразу пилить их. Пилить их, Шура, пилить их. Она золотая. Да и все, по-моему, кончились. Значит, дальше будут. Раз музыка не закончилась, то закончились мобы. Я вас спрашиваю, как вам еще не обезопасить наше будущее? Что такое культура без надежды? Какая культура? Мы тут мутантов пилим бензопилой, которая прибита к оружию. И только нам этот чип точно контролирует устройство. Вот так они, да, к нам бегут? Давай еще пили. Меня попало, теперь псы заведутся. Не исключено. Мало ли где эти блохастые тут носились. Пилим. Все нормально. Они когда бегут, такое ощущение, как будто они на тебя бегут со всех сторон. Что там, справишься, нет? Давай, вот, пила это клево. Давай пробежимся в поисках патронов. Сагрим еще парочку мобов на себя. Вот патроны валяются. 225. Отлично.
Дружище воюет. Ну, я тут тоже напилил ребят этих. Замурили. Еще будут? Вот еще. Лучше сейчас пилить, прежде чем мы открывать начнем. Эти какого вентиля. Штурвалы крутить. Лучше попилим пока. Спокойненько, по чуть-чуть. Ну вы что, не кончились еще? Да вроде кончились. Ну-ка, дом, иди крути. Тихо. Дом, мне здесь нужна помощь. Постоял, подергался возле двери. Че, не решался. Знали ли они, что их ожидает внутри горы Кадар? Они заслужили то, что мы с ними сделали. Следует ли наказать нас? У нас есть шанс заткнуть его. Как же это он? Подожди. Ищи переключатель, источник питания. Хорошо. Ну, прям экшен, и не очень хочется на субтитры отвлекаться. Причем заткнуть надо этот искусственный интеллект. Вот так. Спокойной ночи, Найлс. Сейчас они со всех щелей полезут. Когда нам полностью очищено и правда выходит наружу, будем ли мы слушать? Будем ли мы слушать? Короче, он заглючит. Он засыпает. О господи, наконец-то. Давайте уже выбираться отсюда. Маркус, чё? А, это дерьмо идет и здесь тоже. Нужна помощь? Нет, просто возвращайтесь к Центавру. Я думаю, мы заполучили то, что нужно. Град не очень-то полезно для моего здоровья. Ну, найди способ, черт подери. Окейшка. Опять будем выходить через турели? Бум. Да ладно, саранча. Ёлки-моталки, давненько не видались. Да, есть огни в этом еще. Так, давай-ка в укрытие. Друже. А то нам сейчас чуть-чуть труба придет. Вон он так. Что-то он не целился какое-то время. Эй, давай, добивай. Еще, да? Вон он там. Слушай, да и не один. Он не целится с этой точки. Но укрытие, походу, не подходит. Так, это дом, да, наш? Хорош, да ты подох уже. По-любому, подох. Ты. О, вот, ползает еще. Падла какая. Да все, они кончились. Подожди, сначала патроны. Чик. Чик. Стой, наверное, давай-ка мы ее... Нет. Их можно было убить с помощью турели. Ну, кто знал, что он тут есть. Ладно, ничего страшного. Огнемет надо подбирать. — 348 у меня его. Сколько максимально могу с собой огнемета носить? И все, да? 350, короче, примерно. Тихо. Нет. Мы вместо пистолета по-любому берем, да. Мы берем саранчи винтовку.
Я думаю, что они сейчас будут на нас нападать. Почаще. Но... О, сейчас баллон долбанет его. О, окей. Там еще один пробежал. По-прежнему там. Нет, а куда он делся? Старина, ты что, испарился, что ли? Ладно. Я турельку там заметил. В обход пойдем. А тут отключается как раз. Не зря я сюда заглянул. Вон там саранча с винтовками. Здрасте. Все? Вроде тишина. Там один недобитыш. Подранок прям. Кстати, а почему их турель не заметила? Блин, как бы ее отключить-то, патроны пособирать. Где она включается вообще? Нет, не тут точно. Ну, я уже за патронами не полезу. Их и тут так, в принципе, неплохо. Уже. По ногам тебе, по ногам. А все, он подох почти. Че долбанет? Ложись. Еще кто-то есть? О, здрасте. Вот винтовочки ваши мне пригодятся. Готово. А то все раньше это какого, а то все какие-то бегуны, да, эти, да, турельки. Повоевать нормально. Тихо. А чё он не взрывается? Давай, давай, давай. Чё долбанет, ныкаемся? Как вжарило-то, а? Он там. Да хорош ты. Хорош, говорю. Ну все, считай, уснул. Так, здесь у нас граната уже не нужна. Ты что там бегаешь? Это тот же, что ли? Серьезный противник. Кого-то там 500 убил, по-моему, человек. Ну как человек, 500 саранчи. Надо забирать у них ухи. Да ладно, чё? Вот, хоть это. Точно какой будет босс, и просто я встрял, короче. Блин, вот отсюда-то, тут еще куча народу лежала. Ну, только огнемет и все. Чалька. Ладно. Будем надеяться, что на боссе нам дадут что-нибудь хорошее. Стрелять. Окей. Да, мы тут почти всю толпу уже разобрали. Тут еще один. Уклонитесь от града брит. То есть в центр, короче, лучше не заходить, да?
Большинство, ну, понятно, почему мы так быстро их расхерачили. Большинство подохло прям под этими, под осколками. И опять я остался без оружия. Ну ладно. Оу. Бежим к тому вагону. Окей. Блин, это больно. Да. Слушай, они сильно дамажат. Ну что, ты готов? Нам бы зонтика. Понятно, почему он тут встал и дальше не идет. Живой щит. Ну, так, просто для прикола. А я вот взял из-за этого живого щита пухи лишился, да? Ну, это можно спокойно стрелять по нему. Уже забавно. Я, кстати, так еще не делал, ни в одной части. А все, и он подох. А, пуха при мне осталось, кстати. Отлично. Че, давай, наверное, отобьемся, а потом поехали, да? Не вижу. Эй. Первый. Блин, не попал. Да ты сдохнешь, нет? Жирный какой. Так. Там дом у нас, да, и он воюет вот с этим вот гавриком. Вот как-то так я его засыпляю, походу. А, ему достаточно было в руку чуть-чуть настрелять и все. Все? Нет еще? Где кореш-то наш? Не приходит. Ладно, поехали так. Он ко мне портировался просто. А дождь идет. Дождь идет. Что-то тут замес какой-то. Саранча, мешков с песком. Но они, по-моему, наш поезд волшебный не тормозят. Они еще по обе стороны, наверное. Было бы чем отстреливаться, я же не против. Закрой эту дыру какую. Че закрыть-то, да? Ладно, нам сюда. А потом туда, да? Это неудачное место. Тут дыра. Подожди. Повнимательнее просто. Я не хочу остаться без патронов. Ай, я. За секунду замочили, я не знаю. Контрольная точка. Ну, скорее всего, по приезду у нас сейчас прямо тут рядышком будет контрольная точка. Да. Это неудачное место. Тут дыра. Где тут? А, крыша дыра имеется в виду. Сначала мешков. Понял. Мы хоть не под этим, не под градом. Да, нет, вроде. Давай, вылезай. Вот спрятались, а, сучата. -2. Третий.
Он подох? Ну, он ползает уже. И его добил ливень. Слушай, ну с ливнем тоже прикольно придумали, молодцы. Интересно играется. Тихо, 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 тихо. Все, я тут, я никуда не ухожу. Что, нам обратно в автобус? Волшебный школьный. Блин, не подохнул бы. Быстрее, да быстрее залезай, ну. Блять, ну и долго ты будешь тупить. Он автоматически начинает прыгать от этого, от укрытия к укрытию. Так и подохнуть можно. Так, смотрим, где есть крыша. Снайперка. Не пойдет. Патроны. Отлично. Еще патроны. Ну туда я уже не пойду. Был бы магнит, я бы попробовал. Что там у нас? Дверь гаража. Подожди. Они уже там все... Нет, они не все подохли, они тоже под укрытием. А ну, вылезай. Не слишком справедливо. Я как-то других не вижу тут. По-моему, все. Ну, может, кто-то прячется, но ладно, не будем его ждать уже. И так-то идет. О, это мы сделаем сами себе навес. Отлично. Погоди-ка. Давай-ка второй навес забацаем. Я думаю, лишним не будет. Ой. Патроны. Блин, ну дом, куда ты полез? Ой, дурак. Погоди, он видишь, тут куча народу. Надо было за стеной прятаться. Там и навес, и не так часто в тебя попадают. Ладно. Хорошо. Ну, далековато, да? Ну, правда, на подходе их положить, чтобы они долго не прятались. Прикольно, если из-под навеса прям вытолкать, они подохнут сразу же. Давай. Я думаю, все. Полетели, короче. Так, у нас здесь было 2 автомата. Еще. Ну, уже плюс-минус патроны держатся в районе 300. При двери укрыться. Хорошо. Подожди. Сейчас все будет. По-моему, 2... Нет. Давай, вон там, я знаю. Блядь, что живой?
Почему его дождем не убивает? Давай теперь один навес сделаем. А то, что у нас туда в прошлый раз дом убежал куда-то. Вылезайте. Конечно, эта снайперка сгодилась. Вот садит, а. Так, надо смотреть, чтобы сначала вот отсюда, да. Кто следующий? Значит, я того замочил. Тихо, дом, пригнись. Эть. Да, снайперка бы пригодилась хорошо. Ну что, еще не все подохли? Да. А еще вроде. Не знаю, я особо тут никого не вижу. Но мы их проявили, конечно. Тут один или два максимум. Я думаю, что один. За пулеметом кто-то? Он там сидит. Теперь. Блин, не выходит, а? Ладно. Дальше, дальше. Не вижу смысла больше на него тратить время. Ну, тут у нас снайпер был. Тихо, тихо, тихо. Крутим. Сейчас обратно надо внутрь идти. Он даже не нападает никто пока. Потом град не прекращается. Ну да, согласен. Да как, где? Где? Куда идти? Вон там крыша. И тут все как бы. Отпуск тормозов. Хорошо. Подожди, никого нету? Вроде никого. Дальше. Не знаю, в принципе, так или иначе мы же проедем мимо них. Поезд они вряд ли остановят. Ну как. Давай, стреляй. Ну, а теперь моя очередь. Ладно. У него только все патроны вылет. Да, мы просто мимо них проезжаем спокойно и все. Нужно было не выпендриваться, кстати. Еще один. Так все, мы выходим, что-то. И нам наверх. Полезли. Бля, у меня потом у нас сотня всего. Что не очень характерно для герзы, кстати. Берт, как ты? Хреново, мы все еще в ловушке, а Центавра лупит почем зря. Черт,
Надо убираться отсюда. Вот такой. Там лезет что-то большое. Еще саранча. Блин. Они к нам близко все равно не подойдут. Им дождь не позволит. Ну что, по кругу бегают вдвоем, что ли? Тут говорит дыра. Идем посмотрим, что за дыра. До ближайшей крыши что-то далековато. Их частично дождь убивает, кстати. Не так, чтобы прям очень. Ну вот одно гнездо захлопнулось, к примеру. О, иди-ка сюда. Чуть-чуть пониже надо брать. Подохрен. Так. Ищем здесь патроны. Скорее всего, программа это предусмотрено, то что мобы должны искать укрытие. Вот они искали, просто это укрытие оказалось под дождем. Блин, вот попадос, конечно. Ладно, побежали. Патроны хотя бы. Что тут? Серьезно, мне 3 патрона дали. Вы что, издеваетесь? Маулер. Что бы это значило? Я не помню, что такое маулер. Понятно. То ли дождь меня убил, то ли этот мужик. Так, что, откуда меня загрузит? Понятно. Тихо, ну куда ты прыгаешь-то? Давай их тут подождем. -1. Добивай второго, но пока он ползет-то. Так. Дом ходит под дождем, ему вообще похер. Блин, мне патроны нужны. Не эти. Где еще? Блин, а где же пушка-то еще? Черт. Мало патронов. Давайте еще где. Хорош. Я думал, что они закончились. Ну, перепрыгивай. Быстрее. Так, нужно где-то вот тут спрятаться, я думаю.
Всё. Вот щитом закрылся. А теперь открылся и умер. Все. Баста карапузики. Так. Сколько у меня патронов? Давай вот этих. Давайте мы вот это перезарядим. Перезаряжай. Берем обычную. Отлично, идем. В общем, дождь закончился. Давай-ка со щитом попробуем. Обычный дождь уже идет. Короче, щит штука прикольная, но мы так будем 10 лет их убивать. Подох. Я ему башку снес, я видел, как она лопнула. Блин, а этот там ползает. Ну-ка, аккуратненько. Оп. Готов. Так, пошли, наверное, 100 назад. Собирать патроны. Где-то вот тут валялось. Рядом со щитами, по-моему. Вот они. Все, это по максимуму. Других нам не дают. Дальше поехали. Ну-ка, давай здесь осмотримся. Может быть, патроны где завалялись. Не, ничего нету. Как хотите. О, вот и наши. Мы в обход обошли их. Берт, что там с Центавром? Мелкие повреждения, сейчас все починю. Эй, кто стреляет? Защищайте Берда. А чё, кто, откуда? Понятно. Блин, надо в укрытие. Там еще три летает таких. Давай, прям в рожу этой штуки. Дохни. Минус одна. Патроны есть какие? Ага. Откуда? Все, я увидел. Челик там не летишь, прям под ногами. Готово. А другой еще не выпрыгнет оттуда, не, нормально. Все, защитили Берда. Готово, можно уезжать. Давайте выбираться отсюда. Поехали уже. На пылесосах машина, походу.
Тучи сгущаются, восхождение. Это нам на гору надо идти? Центр, что слышно от Джека? Подтверждаю, Дельта, вам в гору по старой лесовозной дороге до самого конца. Если данные верны, там вы найдете вход в гору. Вас понял, Центр, конец связи. Поехали. Используйте, чтобы навести цель на оружие Центавра. Вперед, чтобы нажать движение в этом направлении. Удержите, чтобы использовать возможность ускорения машины. Ну, плюс-минус я понял. Заряжается долго, правда. Куда? Вправо, влево? Ладно, поехали так. Бум. Здрасте. Вот тут народу сколько. Долго заряжается пушка. Что-нибудь поскорострельнее бы. Нам бы вообще не повредило. О, мы уже горим. А мы уже горим. В объезд. Задолбали стрелять. Куда ехать-то? Нет, тут проезд закрыт. Блин, ощущение, что надо вот туда ехать. О, у нас и танк перестал дымить. Балдеж. Уехал! Я из-за деревьев ничего не вижу. Давай, стреляй быстрее. Готово. Так, я думаю, лучше не торопиться. Пусть тачка перестанет дымить. Слишком много урона она не вывозит. Все готово благодаря мне. Пожалуйста. Ну давай, стреляй еще. Быстрее заряжайся. Ну, их можно пачками уложить тут. Это прикольно. Дай не попадать. О, тут народу, конечно, полно просто. Все кишит саранчой просто. Ладно, попадаешь в одного, взрывается рядом где-то человек 5. Только главное, ты задолбал бегать-то. Пойдет. Еще и ландшафт поправили заодно. Эти гуляют там спокойно. Так, подожди, сначала перезарядка. Здорово. Ну, тут еще парочка. Здорово, что-то взрывом откинула, но как-то не докинула до конца, он все равно еще живой. Дезертир какой, а? Он просто гулял. Назад. World of Tanks. На минималках. На максималках точно. Я думаю, нам через мост. Поехали туда. Эй! Я провалился. Ну и чё? Ехал! Вот тебе ехал. Бум. Отлично. Туда же. Заверните 2. Перезарядка. Дальше пока не едем. Все.
Тоже, да, можно хоть направо, хоть налево. Кстати, ограда и так ломается, не обязательно стрелять. Причем ты поворачиваешь башней, и у тебя танк туда же. Ты сдохнешь, нет? Хорош. Бум. Вон там опасный челик. И на крыше еще один. Хорош. Дальше. Вот так вот. Его там из-за антенны, правда, плохо видно. Так, перезарядимся. Мне кажется, еще не умер. Теперь точно. Если у них есть заставы, то мы на верном пути. Я тоже думаю, то, что где у них побольше скопления, там куда нам и надо. Главное не это, потихонечку ехать. Сейчас будет прыжок. Ну, не шибко будет. Держи, говорит Маркус. Воу! О, да. Поехали дальше. Ландшафты менять. Так, тут вот не хочется мне выводить танк на лед, Маркус. Выбора нет, дом. Пересеките замороженные озера. Это какая-то замануха, да? Ну и чё? Кто выскочит? Блин, я не знаю, куда мне. Я провалился. Утопили бибику. Прикольная бибика. Так-то. Только мало живучая, но хотя бы она восстанавливает хп, и то хорошо. Ну, начнем. Козел. Ну, я видел контрольную точку. А что если нам... Вот, прямо в объезд? Я как-то могу вычислить, где упадет следующий снаряд. Лед трескается. Да я успею, все нормально. Надо, чтобы она прям не перед самым носом у меня снаряд разорвала. Так, что опять? Право, лево? Я думаю, что направо. Давай! Бум! 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 Перезаряжаемся. Потом дальше. Опять, да, через лед. Теперь куда ехать? Ладно, там определимся. Я говорю, прям перед носом долбанули. Может быть, это рандомно происходит, не знаю. Как неудобно, в рядок прям встали. Прям, по-моему, по ногам шарашу. Ну вот, что ты, блядь, попадать не можешь. Еще. Да лучше перезарядиться. Я не знаю, тут быстро надо как-то проезжать или наоборот не торопиться. Ай-яй, зорька. Те пути отрезаны почти. А где-то они прям лед не ломают. Я думаю, лучше побыстрее это дело проехать.
Ну, по-моему, нам прямо. Все, вроде проехал. Еле-еле, чувак. Вот это было прикольно. Так, пока летит, лучше заряжаться. До горы еще прилично. Риверы. Минус один. Есть второй там еще, вдруг сзади. Бум. Еще. Ну. Сколько же здоровья-то в этой падле. Наконец-то. Ну что, потихонечку доедем. Вот туда же. Хоть он с минометом там гуляет. Перезарядимся. А второй. Прятались. Они меня ждут. Вот так вот. До свидули. Ну, нужно вот этого. Блин, он все уходит, а? Хитрый какой. Мы на базу приехали какую-то. Ой, тут как грязи просто. Долбануло хорошенько. А? И еще там 2 или 3 примерно за колонной. Да ладно, никого. Очень странно. Ладно, нам кажется вперед. Главное, наверное, основную массу разбивать, да? А остальных можно и местами проехать. Риверы. Ай. По 2 выстрела надо на каждого. Патронов желательно держать по максимуму. Ну, их обычно больше 2 не бывает тут. Так, едем по дороге. Бам. И еще раз. Перезаряжаемся. Что, сеятели на гребне? Что это имелось в виду? Я не знаю, но я дымлюсь. Горим. Они прям шарашат по мне. Быстрее. Что значит сеятель на гребне? Почему-то я сразу начал урон на ровном месте получать. Скорее всего, кто-то с воздуха, да, нас подбивал постоянно. Вон они. Тогда я не удивлен. Где-то тоже по 2 раза надо будет попадать в каждого. Все? Я других не вижу пока. Ну ладно, там в порядке. Не думал научиться ремонтировать машину. Ну, особо не собирался, кстати. Давай, кто-то еще 2. И как нас сзади. Сзади выпад.
Попробуем так обойти. Вот по стенкам еще надо теперь смотреть. Давай. Танкуй. Дельта, это центр, там впереди должен быть мост. Вам через него. Вас понял, центр, спасибо. Не, ну логично, конечно, то, что нам через мост. Он, наверное, заминирован, да, все. Нет, он просто разбит. Сомневаюсь, что мы его переедем. Должен быть переход. Найдите другой путь. Ну, дай-ка угадаю, он где-то тут. А, мне похер, я в танке. Нет, не тут. Вот отсюда мы должны сигануть с размаху. Давай. Ой, нет, надо как-то с разбегу туда заезжать. Короче, вождение я завалил. Дерьмо. Да не, вроде нормально приземлились-то. Че дерьмо-то? Все, мы на другой стороне. Сейчас уже что-то подобное, то что мы поднимаемся на гору. Давай-ка мы эти сосулины попробуем. Нет, не сбивается. Сосульки бессмертные. То есть мы несколько метровых жуков вложили как бы нормально, а сосульки мы разбить не можем. Ох. Подгрузочка какая. Давай ривера своего. Так, подождем. Раз. И второй. Не попал. Теперь попал. Перезарядка. Еще один. Кто? Ну ничего страшного. Два. Да, кажется, вход там. Придется разрушить эту баррикаду. Сейчас постреляем. Ну тут все собрались. Фулл хаус у нас. Дом. Так, перезарядимся. Потом вот этого остального оглушило, да, второго. Я еще 200 человек почему-то убил. И аккуратно заезжаем. Здрасте. Мимо них пролетело. Но этому точно в голову. Также. Все, поехали. Стой, подожди, перезарядка. Дом, бей по башне. Только какой башне? Вот сюда куда-то? Хоть шарашат-то по нам. Башня сейчас рухнет. У нас сейчас танк рухнет. О, и башню положили. О, да. Есть! Подожди. Сейчас танк восстановится. Все, потом уезжает куда-то. Все, поехали в гору. Ну, проход в гору. Центр, это Дельта, мы въезжаем внутрь горы Кадар. Сигнал коммуникатора скоро должен оборваться. Поняла вас, Дельта, держите нас в курсе. Есть, конец связи. Все, мы на месте. Что дальше? Теперь будете начеку, мы снова у саранчи в гостях, так что соберитесь. Прекрасно, обожаю играть на чужом поле.
Угу. Тут может как бы все быть опасно. Я думаю, мы будем в конце на этой машинке какого-то жука большого убивать. Отлично, теперь ни за что не промахнемся. Да. Эй, кто-нибудь, включите фонари. Доволен? Куда треснуть? Нет. О, я говорю. Здорово, коллега. Хорошо, хоть не сраный червь. Ну да, по-моему, червь тут самое опасное, что может быть. А как бы рука здоровенная такое, ну, не очень опасно. Нитро. Надо было это нитро, блин, но еще до подъезда сюда включать, а не в самой пещере, где надо аккуратно пробираться. Ладно, тут по прямой можно их топить. Поберегитесь. Это что за хрень? Ладно. Ну вот так всегда. Хочешь аккуратно заехать, он куда? Чего кого? Чего кого? Хочешь куда-нибудь заехать, он наезжает на гору. Угу. Он на нас, короче говоря, этот скалы роняет пока что. Но потом обязательно мы будем с ним драться. Мам, папа уже на месте? И тишина. Сирота он, сирота. Ну куда я так? Неслось. Я какой. Это с первой части, что ли? Динозавр какой-то. Но он пока не к нам еще идет. Но проехать тут лучше аккуратно. Особо разогнаться-то и не дает. Давай, прыжок. Дерьмо. Я долетел? Берт, питание отключила. Удивил? Давай, Берт, быстрее. Я пытаюсь отвалить. Ладно, второй. Нас руки сейчас поймают. Да, мужики, давайте. Ладно, пробуем. Давай, блин, быстрее. Что там, Маркус? Давай, открывайся. Я так и знал, пока начнет заряжаться, он сразу же будет нападать. Открывайся. Хорош, развалили. Мы приближаемся, раз здесь столько толстожопых сторожевых. Забавно, Кол, я тоже об этом думал. Да, машина перестала дымить, главное. Блин, ничего не видно вообще. Все готово, благодаря мне. Пожалуйста. Поехали, чё.
Ну, это уже побольше какая-то пещера. На арену похоже. О, убейте брумаков. Здравствуйте, товарищи брумаки. Так, ну -1 у нас. Назад. Где второй? О, все патроны к нам прилетели. Второй. И все. Их только 2 было. Не густо. Много брумаков не подвезли. Обратного пути нет. Давай, прыгаем. Ты с ума сошел, Маркус? О, черт. Нам хана. А вот и мы. Черепашья сила. Все, никаких больше прыжков, ладно? Ага, да ладно, давай еще. Ну, кажется, Берт обмочился. Та-дам. Там кинопамять. Что, черт подери, делаешь? Ну, после того, как вы, сволочи, взорвали мою станцию, а заставу Франклина заняли эти твари, на поверхности стало небезопасно. И вы думали, что внизу безопаснее? Нынче нигде не безопасно, сынок. Несколько месяцев здесь было прекрасно, пока вы не подошли к дорогам и к Нексису. А теперь они приходят туда, где их раньше не было. Похищают людей, мучают их. Нексису? Нексису, к Нексису. Ты что, оглох? Я саранча прет из Нексиса. Эй, старик, отсюда до него можно добраться? Придется ехать через озеро, это может только саранча. По воде опасно. Теперь везде опасно. Ладно, Коул, Берт, отвезите людей на поверхность, и мы с домом пойдем пешком. О, но они... Иначе им не выжить. Вы спуститесь в буровых лифтах, когда мы включим передатчик Джека. Но Берт... Он все равно скажет, что примет все к сведению. Давай, чувак, пошли. Да, слушался старших надо. Звание. Стадик, собирай людей и иди с ними. Они отведут тебя в безопасное место. Ах да, минуточку. А нам не придется теперь сражаться в вашей армии? Я этого не говорил, но здесь вы не останетесь. Стойте, пока не ушли. Вы встречали эту женщину? Ее зовут Мария. Симпатичная. Кого-то она мне напоминает. Может быть, она была в одной из групп, которые спустились раньше? Думаю, в группе Стью. Но всю его группу захватили в плен. Только не это. А что с захваченными? Саранча повела их к Нексису? Может, или в рабочие лагеря, а они в той же стороне. Как их нам найти? На шоссе у дамбы есть тропа, которая приведет вас туда. Спасибо, старик. Не понимаю, зачем тебе это? Тебе туда не попасть. Саранча только своих пропустит. Эй, Маркус, а если передатчик не заработает? Тогда Хасинта тоже пойдет. Там, по-моему, Хасинта-то тоже весь разбитый был уже. Найдите дорогу к Нексис. Центр, это Дельта. Коул и Берт поднимаются на поверхность с выжившими. Вас поняла, Дельта. А вы с домом. Мы идем дальше к заставе Нексиса. Кажется, мы знаем тропу. Вас поняла. Буровые лифты ждут вашего сигнала. Спасибо, Центр, конец связи. Так, что у нас по патронам? Да, не густо. Безумие какое-то. Хоть бы, что? Мария была где-то там. Должно получиться дом, правда? Должно, я надеюсь. Не верится, что она ведет к городу Саранчи.
Она совсем старая. Возможно, это нам на руку. Меньше всего нас ждут с этой стороны. Ничего себе, куда они собрались? Ноксис, оказывается, это город Саранчи, да? Ай, беда, разрушения. Терран, осторожно. Осторожней. Ладно, я пока потрачу, какие есть у меня патроны. Потом будем ствол саранчевский юзать. Вот. Я жирный какой. Ну все, хана его. 24 патрона. Такое себе вообще. Скорее всего, сейчас моих патронов давать не будут просто. Это можно и по низу пройти, по-моему. Блин, я не знаю, как удобно. Вообще удобнее, конечно, в поисках патронов по низу и поверху пройтись. Давай пробежимся просто. Вот они. Замечательно. Мне даже и такие патроны пригодились. Я иду, не переживай. Я думал, там целый отряд просто паровозом бежит. Блин, он заныкался не очень в хорошем месте. Давай, вылезай. Тихо. Там он по нам шарашит с этого умного лайнера. Вон они тут катаются. Да, пока они нас не видят. Вот другие уже бегут. Не, ну город Саранчи должен по-любому охраняться максимально плотно. Ну, как будто сейчас как Карлсон летал. Да, вот этот бля, ну где дом-то, чё он? Где дурак? Обезвредьте вооруженную лодку. Быстрее поднимай. Чуть не загрызли меня. Блин, ну это так тяжеловато, наверное, будет попасть. Ну да, попробуем. Ну и там что-то пролетает. Да? Все. Странно. Я как будто двоих убил одновременно на лодке. А, ты куда пополз, старина? Ты же еще не получил немножко патронов в очко. Кстати, да, патроны. Ничего полезного нету.
Ладно, пошли вперед. Лодка, походу, католическая. Куча крестов каких-то. В конце этого пирса, кажется, есть лодка. Она нам понадобится, чтобы переплыть, да, походу? И у них на чем катера ездят. На каких-то дельфинах зеленых. Да, такая толпа. А мы с домом вдвоем всего. Вот этого надо бы Гаврика положить сначала. Все, лодка уехала? Нет, он там дальше. Может, он на второй заход пошел. Ты что там возле меня прячешься? Лодки я, по крайней мере, не вижу. Он челик-то опасный, кстати. У него жира много. Ты нам портанулся, что ли? У него и жира много, и автомат скорострельный. И по УЗИХе что-то у него вроде. Давай. 2 сотки патронов, хорошо. О! Это мы его вовремя. Так, ну он вроде один остался. Сейчас мы потихонечку к нему подберемся. Надерем ему немножко жопу. Все? Он подох? Нет, я думаю, что нет еще. Вот эти, кстати, быстрые чуваки. Блять, он за колоннами прячется прям. Ладно. Блин. Наверное, зря я пилить начал. Твою мать. Давай дом поднимай, что ты. Короче, бесполезно пилить, даже если они очень близко к тебе находятся. Но тут, кстати, челик-то подох. Здравствуйте. Все глупо ободрал. Что-то мы очень в наглую близко к ним подошли. Да, он еще и гранатки, кстати, выкладывает. Малыш, забей рот. Ну давайте уже немножко подохнем. Капец, 200 патронов примерно в него влить пришлось. И все, и как обычно без патронов. Что-то вся глава третья, блин, по минимуму патронов дается. Канонерка сарачи. О, там просто толпа идет. Так, ну что, переключаемся, да?
Ну, центрального сначала развалим, потом мелочь по бокам. Давай-ка чуть ближе. Грибная шлюпка. Гребаная шлюпка. Так, тут пистолеты. А, ну нормально. Дали патроны. И вот здесь 350. Неплохо. 35. Какой здоровенный ящик. Ну ладно, давай попользуемся своей еще. Ухой. 506, отлично. Ну, ящик пропал. Почти бухал. А, дырка. Вот говно. Мы на этой лодке никуда не доедем. Осторожно. Мы на плоту оказались. Защищайте плот. Как тут подобраться бы. Интересно, если по дельфинам стрелять. Прокатит. Они же не грызут наш плот. Сейчас второй по-любому, да, приедет. Нет, это не объекты. По крайней мере, старина дом не стреляет, так что все нормально. А вот они к нам запросто могут перепрыгивать. Блин, болтает еще из стороны в сторону. Все, хорош, кончились. Они нас куда-то тащат. А, ну, в принципе, на эту гору они нас тащат. Сейчас еще другие подплывут. Если нас плот не разломает. Че там сел? На карты. Привычная поза. Почему они все бросили? Боятся пару эмульсий. Да, их еще того чего. Держи ухо востро. Короче, будь внимательным. Подожди, а что если мы надышимся этой дряни? Уже поздно. Хоть встал, когда со старшим по званию разговариваешь. Наверное, у них одинаковое звание. Это было. Ничего хорошего. Но с ним мы будем добиться потом. Надо валить отсюда, чувак. Считаешь, мы мысли? На плот надо валить? О, здравствуй. Перепрыгиваем. Это катер наш горит. Вот ух, она, поехали на катере. Все, подохло? Вроде да. На другой надо прыгать теперь. А, не с другой стороны. Бля, как мотает, а? Не прицелиться. Один плот меняет другой.
Один подсострял. Прожектор. Ой, мать. Короче. Надеюсь, Дон там подразмотает остальных. Блин, остальных мне не зацепить никак. Они сбоку едут. Не вижу я их. Давай-ка лучше отойдем отсюда. Вот тут машина горит. И патроны валяются. Просто так. Все. Центр, это Дельта. Наши координаты получены. Дерьмо. Похоже, нет. Будет на чеку. Я думаю, это будет босс этой главы. Сейчас мы только доедем. Не может быть. О, да. Еще как может. Бац. Держись, Дон. Я говорю, что ненавижу воду. Глава называется «Мутные воды». Похоже, у нас неприятности. Под водой что-то есть. У меня... Да, оно там есть. У меня пулемет забрали. Может быть, надо ехать? Нет. Не знаю, но я не собираюсь собирать. Сгрыз для наших дельфинов. Раньше слева. Победите монстра. Ладно. Так, полагаю, надо пощупаться и стрелять, да? Кракен. В смысле, я не успел его убить? Так, окей, берем патроны. Первое. Откуда? Вторая. Третья. Я их потерял. Снаружи. О, кракен летит. Что делаем? Вот дерьмо. Получил глаз.
Как говорит, его замочить, как червя изнутри. Где он? Одно вообще не помогает. Ему похер. Он там спрятался себе и все. Так, мы полетели внутрь. Так, сначала надо по этим, да, щупальцам стрелять. Быстрей. Не попал. Так, ну что? Да пока размехнется. Первый раз. Ну-ка еще гранат. Еще гранат. Где он? Забегаем внутрь. Давай. Готово. Еще нужно гранаты. В воду ушел. Но это еще не все. Все, внутрь. Второй раз. Третий. Все, он подох. Замечательно. Это мой крупнейший улов. Ой, согласен. Давай выбираться из этой чертовой вот там. Персонаж Тайка Лиза. Или следующая глава. Приоритеты.